Итак, друзья, приветствую вас. Мы начинаем наше путешествие, путешествие нашего сознания. Посмотрим, куда оно приведет. И для того, чтобы познать весь мир, нужно познать себя. Так говорят мудрецы. И мы начинаем познание происхождения человека. Конкретно в этом видео мы познакомимся с основами структуры миров. Есть две теории. Научная, где говорится о том, что человек произошел в результате эволюции от простой формы к той форме, которую мы имеем на сегодняшний день. Есть взгляд религиозный, который говорит о том, что человека сотворил Бог. И каждый из этих взглядов опирается на какие-то свои основы, но они разделенные между собой. Это происходит в первую очередь из-за того, что первый взгляд, научный, он основывается на сознании человека, которое лежит в материальной плоскости. Второй взгляд – это взгляд человека, сознание которого направлено к божественному. И как мы узнаем далее в нашем курсе, что и тот взгляд имеет некую долю истины в себе, но и тот по-своему ошибается. А для того, чтобы это узнать и понять для себя, я предлагаю вам довериться и посмотреть на эту ситуацию не взглядом человека, направленного в ту или иную сторону, а взглядом Бога. И здесь эта точка будет объединяющая и дающая ответы на все вопросы. Итак, начинаем наше путешествие. И наше путешествие действительно начнется с Бога. Я говорил вам о том, что просто доверьтесь, а потом уже сделаете выводы самостоятельно. Можно называть Бог, можно называть источником всего, можно называть первопричиной, можно называть Аллахом, можно называть каким-то вселенским разумом. Так или иначе, это всего лишь форма нашего выражения. Но суть остается одной. Есть некая отправная точка, которая есть всему начало. И в отношении человека здесь все происходит точно так же. Итак, мы начинаем наше путешествие. С Бога. Итак, в начале своего творения Бог по какой-то причине, которую мы тоже узнаем в курсе, берет некую свою частичку, изобразим ее как некий такой огонек, которая соответствует его свойствам, его состоянию и отправляет
в это путешествие. Ее называют, эту частичку по-разному. Ее называют божественное начало, ее называют Агни, Монада. Но сутью своей остается то, что эта частичка, это та частичка, которая находится внутри каждого человека. Эта частичка и есть божественное начало. И вокруг нее формируется все остальное бытие человека и сам человек. И вот наша частичка отправляется непосредственно с Бога, и она изначально переходит в божественный мир. Это целое состояние, в котором живут существа, которые резонируют этому состоянию. И здесь эта частичка облекается, обретает некие тонкие структуры, которые мы позже будем изучать. Это божественные оболочки, божественные тонкие тела. Далее она отправляется в мир ментальный. В мире ментальном это мир мысли, мир формирования идей, направлений. И здесь эта частичка облекается в ментальную оболочку, что дальше служит ей основой для формирования ума и всех умственных способностей. Мы позже об этом будем еще говорить. Здесь этот мир уже по своему состоянию плотнее, и каждый следующий мир, который будет она проходить, он будет все плотнее, плотнее, плотнее. Здесь также живут определенные существа, мы будем говорить об этом мире позже. Но наше путешествие продолжается, и наша частичка отправляется далее мир астральный. Здесь тоже наша частичка облекается в тонкие тела, которые соответствуют этому миру. Это мир чувств, мир, который у нас проявляется через эмоции. Все эти тела, которые обретает эта частичка, необходимы для нее. Они как инструменты, способные воспринимать и выражать мысли, идеи, эмоции, чувства. Ну и далее мы отправляемся в мир материальный, и здесь она обретает уже тело физическое.
Вот так вот интересно нарисуем это все. И облекается уже в тело физическая наша частичка и начинает действовать. Здесь она живет, уходит из физической жизни, возвращается обратно, воплощается, проходит снова какой-то путь, снова уходит, снова возвращается. И так продолжается до реализации определенной идеи, определенного замысла, который заложил Бог. И все это мы будем изучать и исследовать, но уже в следующих видео.